Миллиардера, основателя крупной фармацевтической компании, и его жену находят мертвыми в их собственном доме. По какой-то злой иронии происходит это в тот день, когда их агент по недвижимости приводит потенциальных покупателей на просмотр особняка стоимостью свыше 5,4 миллионов долларов США. Она же находит тела, которые почему-то все остальные присутствующие принимают за статуи. Эксцентричные предметы искусства, выбранные для украшения своего жилища владельцами с крайне причудливым вкусом. Эти люди уже успели осмотреть почти весь дом и видели тут странные предметы декора ранее. Но Элиза Стерн, риэлтор, поняла сразу. В подвале она видит не очередное чудо дизайнерской мысли в тусклом сиянии подсветки бассейна. Это бездыханные тела Бернарда и Ханни Шерман, ее клиентов. Кто-то обвил их шеи ремнями и подвесил супругов на невысокий поручень у воды. Полиция подозрительно быстро исключает вероятность того, что произошедшее совершенное кем-то уголовное преступление. Официально они об этом не говорят, но фактически сразу ставят точку в расследовании. Мол, никто не виноват, это их выбор, они сделали это сами. Родственники и близкие возмущены и тратят огромные деньги на частных детективов. Расположение тел, способ ухода из жизни, даже место, якобы выбранное Шерманами для этого, полностью противоречат здравому смыслу, привычкам этих людей, их планам на ближайшее будущее и даже некоторым физиологическим особенностям людей. Еще за 2 года до этих событий особняк Шерманов, одной из самых богатых семей Канады и Северной Америки в целом, стал центром для встреч и сбора средств в пользу либеральной партии и их лидера Джастина Трюдо. А теперь никому нет дела до смерти этих людей. Что произошло в доме на самом деле? И почему даже миллиарды долларов на счетах больше не могут гарантировать людям ни безопасности, ни справедливости? Что произошло в доме Шерманов? 15 декабря 2017 года. Элиза Стерн, один из лучших агентов по недвижимости во всем Торонто. Девушка специализируется на дорогих домах и квартирах, а среди ее клиентов сплошь бизнесмены, политики и другие богатые люди. Именно ей чета Барри и Ханни Шерманов поручили не самую простую задачу – продать их дом, не очень притягательный снаружи, но большой и довольно комфортный внутри. Когда дом был построен и куплен Шерманами в 1985 году, он считался современным и стильным особняком. Острые угловатые конструкции, очень высокие потолки. Но классика актуальна всегда, а тренды скоротечны. Что уж говорить о дизайнерских ноу-хау 30-летней давности. Барри и Ханни потратили $400 тысяч на покупку этого жилища в свое время. Потом вложили в него еще $2 миллиона на обустройство и исправление ошибок архитекторов и строителей. Даже успели посудиться с застройщиком, увы, безуспешно. Спустя 30 с лишним лет эта весьма неприхотливая, учитывая их уровень жизни, пара решила, что с них хватит. Они приобрели новый дом в Форест-Хилле, а этот особняк выставили на продажу. Элизе предстояло показать потенциальным покупателям все достоинства этого строения, как только она умела. Размеры дома, его расположение, соседство с богатыми, успешными и благополучными людьми. В этом районе жили владельцы бизнесов, руководители крупных корпораций, высококлассные хирурги и другие врачи. В общем, элита. 15 декабря 2017 года Элиза Стерн приезжает в этот дом, чтобы показать 2 клиентам из Китая и их риэлтору особняк, ставший излюбленным местом встреч для крупнейших канадских бизнесменов и даже приемов премьер-министра Джастина Трюдо. Последний часто посещал семейную резиденцию главного спонсора либеральной партии Барри Шермана. Элиза встретилась с китайской парой у парадной двери и сразу начала экскурсию и осмотр дома. Она постучала в парадную входную дверь. Гостей встретила экономка. Риэлтор по обычаю провела с ней небольшую светскую беседу
и повела потенциальных покупателей из комнаты в комнату. Она знала, на каких особенностях остановиться. Большая кухня, просторная гостиная, современная винтовая лестница, ведущая в подвал с бассейном. Тут было все, что нужно для большой семьи. Клиентам нравилась обстановка, и настрой на покупку Стерн оценила как позитивный. Ведь их не спугнули причудливые и жутковатые статуи в некоторых комнатах, которые Элиза даже просила убрать перед показами. Статуи были произведением современного искусства. Мультимедийные фигуры мужчин и женщин в натуральную величину. В одной комнате они, например, будто сидели рядом друг с другом на огромных динамиках, как два человека. И выглядело это все, скажем, не очень. Словно это не скульптуры, а какие-то странные роботы, которые сейчас встанут и начнут восстание машин. Конечно, консервативных клиентов они могли спугнуть. Элиза это понимала, а потому старалась всякий раз пройти мимо помещений с ними. Но китайцы были внимательны, любопытны и хотели увидеть все. Впрочем, благодаря этому Стерн заметила, что окно одной из комнат со статуями в тот день было приоткрыто примерно на 15 сантиметров, чего ранее она никогда не замечала. Она удивилась, поскольку знала, что в доме предусмотрена хорошая вентиляционная система, благодаря которой проветривание через окна не применялись. Тем более, что и на окнах, и на дверях были установлены специальные датчики движения. То есть открыть их без хлопот с охранной сигнализацией не представлялось возможным. Тем не менее, на раздумье у женщины времени не было. Показ особняка продолжался, и она повела клиентов в подвал, путь к которому проходил через комнату отдыха, гостиную и коридор с дверью к гаражу. Тут случился еще один конфуз. Просто на полу лежали какие-то бумаги, пара водительских перчаток и BlackBerry. Если кто-то вдруг уже успел забыть, что это такое, я уточню. Это телефон, похожие модели выпускала также компания Nokia. Все это выглядело достаточно грязным, и Элиза была недовольна. Но поймите ее правильно, она тут не самый привлекательный дом продает почти за 5,5 миллионов долларов. А на полу валяется не пойми что. Вместе с тем, внезапная находка посеяла тревогу в ней. Она улыбается, быстро наклоняется, все подбирает, и знаете, это тот момент, когда человеку крайне сложно справиться с эмоциями. Стерн знала, что это BlackBerry Барри Шермана, потому что он единственный человек из всех людей в ее окружении, кто до сих пор, несмотря на изобилие современных смартфонов, пользовался BlackBerry. Но почему его телефон здесь? Элиза берет себя в руки, открывает дверь в подземный гараж, проводит гостей через кедровые сауны и, наконец, они достигают главной изюминки этого дома – крытого бассейна, расположенного в подвале. В Канаде люди законодательно обязаны обеспечивать такие помещения дополнительными ограничительными средствами, обычными замками или кодовыми. Главное, чтобы дети, которые живут или гостят у вас в доме, не могли беспрепятственно подойти к бассейну и случайно упасть, утонуть и так далее. Элиза вводит код, нажимает красную кнопку и открывает дверь, ведущую в крытый бассейн. Свет тут выключен, но постоянно работает встроенная подсветка самого бассейна синего цвета, огражденного стальными перилами по всему периметру. Не удивлюсь, если эти перила были одной из причин для судебных споров между Шерманами и строительной компанией в свое время. Абсолютно нелогичное сооружение. Оно не ведет к спуску в бассейн, не препятствует доступу детей к воде. Технически это просто ограждение высотой около метра от уровня пола, цель установки которого остается непонятной никем. Итак, Элиза и гости проходят немного вперед. Они не включают свет, и другой агент, представляющий китайских покупателей, спрашивает Стерн: что это? Женщина смотрит туда же, куда указывает агент, и внутренне холодеет. Это Шерманы. В совершенно неестественной позе они расположились под перилами, полусидя, полулежа спиной и к бассейну, и к посетителям в тот момент.
С перил что-то свисает, будто поддерживая их. Головы и шеи супругов словно вытянуты немного вверх. Плохо видно. Ситуацию случайно спасает агент китайцев. Насмотревшись на статуи в предыдущих комнатах, он предполагает, что это тоже очередные чудаковатые предметы искусства, реальность которых в столь тусклом освещении он, к счастью, не осознал. Элиза пользуется этим и спешит увести гостей дома из подвала. В тот момент она испытывала шок и изумление, и по ее собственному признанию не поняла, насколько все плохо. Положение их тел с ее точки обзора даже походило на какую-то неординарную асану в йоге. Но они не двигались, и это было так странно, что посторонним тут точно было не место. Она сохраняет лицо, провожает клиентов и заставляет одного из сотрудников дома пойти вниз, чтобы выяснить, что с Шерманами. Спустя пару минут становится известно: пара миллиардеров мертва, а их позы в точности повторяют положение одной из комбинаций тех самых жутких статуй в их доме. Кто такие Шерманы и кому они могли помешать? Бернард, он же Барри, и Ханни Шерман были крупными фармацевтическими миллиардерами. Мужчина с юности увлекался физикой и учился на соответствующем направлении, в то время как его родной дядя Луис Ллойд Винтер пригласил его на работу в его фармацевтической компании Empire Laboratories. Так сложилось, что отец Барри ушел из жизни довольно рано, и Луис заменил мальчику отца и всячески способствовал его развитию. Начав с элементарного, как доставка анализа в лабораторию, парень дошел до того, что ездил с дядей в командировки и заменял того на посту, когда это требовалось. В 1965 году не стало и дяди, а уже в 1967 году Барри выкупил его компанию. Опыт, полученный им в Empire Laboratories, определил его судьбу. Он довольно быстро упорядочил все бизнес-процессы, вышел на хорошую прибыль, после чего продал компанию дяди и в 1974 году создал свою Apotex, которая станет одной из крупнейших в Канаде фармацевтических компаний в будущем. Его жена Ханни была дочерью выживших при Холокосте евреев и даже на свет появилась в лагере для перемещенных лиц, прежде чем ее семья смогла переехать в Канаду. В браке с Барри она стала матерью 4 детей. Старшую дочь родила сама, а еще 3 паре рожала уже суррогатная мать после множества выкидышей, которые пережила Ханни. Вырастив детей, женщина окунулась в благотворительность и поддержку еврейских сообществ, чем заслужила огромное уважение людей, которые знали ее, поскольку с их слов она жила этим. Многие жены бизнесменов, владельцев корпораций, первые леди в конце концов занимаются благими делами, потому что так принято. Ханни Шерман делала это по велению сердца. Но такая вот на первый взгляд позитивная семья, конечно, имела много врагов. В большей части из-за деятельности и характера Барри. У него были двоюродные братья, дети Луиса Винтера, которые утверждали, что они по рождению имеют право владеть долей в бизнесе Шермана. Один из них даже не скрывал, что фантазировал о том, что прикончит Барри. Также Шерман постоянно с кем-то судился, агрессивно отвоевывая каждый клочок фармацевтического рынка, то у монополистов, то у, напротив, более слабых игроков. Он активно помогал либеральной партии, конкуренты которой ненавидели его за столь активную финансовую поддержку соратников Трюдо. Под подозрение частных детективов после смерти пары оказались даже высокопоставленные руководители в Apotex, которые предположительно торговали секретами компании. В конце концов, у пары было 4 собственных детей, каждый из которых теперь вследствие смерти обоих родителей становился миллиардером. Об этом поподробнее мы поговорим немного позже. А пока возвращаемся в тот самый день, полный тревожных звоночков, на которые почему-то никто в доме Шерманов не обратил внимания или не хотел обращать. Когда миллиардеры Барри и Ханни были найдены мертвыми, Элиза Стерн позвонила сестре Ханни, Мэри, а после сразу в полицию в 11:44 по местному времени.
На момент прибытия копов в особняке находились 3 человек: экономка, садовница и сама Элиза. Офицеры сразу же разделили эту троицу и начали задавать им вопросы. Наиболее полную историю того дня смогла рассказать именно Неллия, экономка, которая находилась тут с самого раннего утра. Она приехала сюда около 8:25 утра, как обычно. Несколько моментов ее удивили, и женщина помнила о них, хотя сперва никакой тревоги в ее душе они не вызывали. Во-первых, Lexus Ханни был припаркован на ее обычном месте возле дома. Автомобиль слегка замело снегом, а ночью его не было. Следы шин тоже не было видно, то есть Ханни никуда не уезжала со вчерашнего дня. Неллия припарковалась и вышла на заснеженную подъездную дорожку. И тогда, по ее словам, ее охватило какое-то дурное предчувствие. Хотя объективной и осознанной ею причины для этого в тот момент не было. Но едва Неллия подошла к входной двери, это чувство в ней только окрепло. «Торонто Стар», любимая газета Барри Шермана, лежала на пороге, хотя он всегда забирал ее раньше, до прихода экономки. Газета и кофе – часть утреннего ритуала мистера Шермана. Подумав, Неллия решила, что в кои-то веки хозяин дома мог решить подольше поспать или вовсе проспать. Мужчина страдал бессонницей. К тому же ему в тот момент было уже 75 лет. Как говорится, все бывает в первый раз. И, честно говоря, проспать и не забрать любимую газету – точно не худшее, что может случиться с человеком впервые в 75. Экономка взяла газету и вошла через служебную дверь сбоку дома. Парадная дверь предназначалась исключительно для доставки утренней газеты и визитов гостей. Еще не успев войти внутрь, она замечает подъехавшую машину Меган Янг, личного тренера пары по йоге. Неллия подождала гостью, и они вошли вместе. Но вот опять странность. Открыв дверь ключом, женщина приготовилась, как обычно, вводить ключ от сигнализации, которая тотчас начинала противно пищать. Но в этот раз было тихо. Систему отключили. Владельцы всегда держали ее включенной, особенно когда они спали или просто находились дома. В доме не было камер видеонаблюдения, поскольку хозяева справедливо опасались, что их могут взломать, а потому ограничились датчиками движения на всех дверях и окнах, которые работали круглосуточно. Опять же, раздумывать было некогда. Тут же подоспел работник компании, обслуживающей печи. В доме Шерманов их было 4, и Неллия отвела мастера в подвал, где они располагались. Затем экономка идет искать своего босса или его жену, потому что их личный тренер Меган приехала на сеанс, и они давно должны были начать. Она поднимается наверх, заглядывает в комнату Ханни, женщины там нет. И ее кровать заправлена, как ни странно. Она идет в комнату Барри, который обычно отдыхает отдельно от жены из-за своей бессонницы. Но и там пусто, и кровать тоже застелена. Вот тут-то Неллия и вспомнила, что машина Ханни никуда не двигалась, как минимум со вчерашнего дня. Однако и сейчас ее это не смутило. Вдруг супруги уехали на автомобиле Барри. Экономка решает все-таки проверить еще и ванную комнату Ханни и замечает деталь, которую вряд ли бы заметил кто-то другой. Раковина сухая. Странно. Полицейские спросили, мол, неужели и в этот момент вы не заволновались? Женщина объяснила, что она просто прислуга. У владельцев дома есть и другие резиденции. Они могут уехать туда в любой момент, ни о чем ей не сообщая. Ведь следить за домом и выполнять некоторые работы необходимо всегда, как в присутствии хозяев, так и в их отсутствии. Для нее это мало что меняет. Такой уж у людей стиль жизни. Примерно в это время из дома ушел печник. Чуть позже и Меган. Она подождала супругов некоторое время и уехала по своим делам. Экономка просто принялась за свои дела. Во время уборки на первом этаже в гостевом туалете она заметила кое-что странное. iPhone Ханни валялся на полу у тумбы с раковиной. Неужели миссис Шерман забыла его? Неллия положила аппарат на туалетный столик возле раковины. Все эти странности уже порядком утомили женщину. Но как она сообщит Ханни о находке,
если ее единственный телефон находится здесь. Женщина возвращается к мытью полов, и около 10:45 в доме появляется агент по недвижимости Элиза Стерн, потенциальные покупатели из Китая и их собственный агент. Элиза после беседы с Неллией была несколько огорчена и раздражена. Шерманы обещали ей дать отчет о состоянии дома, акты и другие документы, но их не оказалось дома, и для риэлтора они ничего не оставляли. Тем не менее, она проводит просмотр для клиентов и находит Шермана в подвале у бассейна, что вам уже известно. Выпроводив гостей из дома, она приказывает экономке немедленно пойти к бассейну и проверить Барри и Ханни, на что Неллия внезапно остро реагирует и начинает истерически кричать. Клэр, садовница семьи, вызывается сходить туда сама, поняв, что ее коллега слишком разнервничалась. Стерн не понимает реакции экономки и вопрошающе смотрит на нее. Конечно, ей следовало объясниться, что она и сделала. Все эти странности в то утро, то предчувствие у дома. Увидев встревоженную Элизу, которая словно побелела от ужаса, Неллия просто поняла, что случилось что-то ужасное. Тревожность, сопровождающая ее с самого утра, выплеснулась столь бурными эмоциями. Вот и все. Клэр вернулась очень быстро. Шерманы мертвы. Почему полиция Торонто отрицает очевидное? Картина преступления выглядела довольно жутко. Судмедэксперты, прибывшие в дом Шерманов, фиксируют, что единственная причина, по которой жертвы будто замерли в столь странной позе, полусидя, полулежа, это кожаные ремни, обвитые вокруг их шеи и закрепленные на металлическом поручне вокруг бассейна. Их ноги расслабленно вытянуты, а не согнуты. Губы уже стали фиолетовыми. На лице Ханни засохшая кровь, тогда как на лице Барри никаких повреждений. Он даже был в очках, как обычно, и в целом выглядел миролюбиво, что ли. Одна нога мужчины лежала на другой, как у статуи в другой комнате. Но также очень странно, что он выглядел так, будто собирается просто читать утреннюю газету. Было также установлено, что супруги умерли не менее чем за 30 часов до того, как их нашли. Куртки Барри и Ханни были спущены наполовину, примерно до локтей. На шеях, конечно, следы лигатур. Других серьезных повреждений на теле супругов эксперты сперва не обнаружили. И ключевое слово здесь как раз «сперва». Полиция заняла очень странную позицию с самого начала. Они представили произошедшее как собственный выбор этих людей. Неофициально, конечно. Мол, они просто покончили с собой по одной версии. Или Барри забрал жизнь Ханни, после чего ушел сам по второй версии. Повешение обычно ассоциируется именно с выбором погибшего, верно? Общество довольно спокойно приняло такое объяснение поначалу. Журналисты канадских и зарубежных СМИ сделали такие выводы сами, ввиду упорного молчания правоохранительных органов, и не прогадали. Официальных заявлений нет, расследование ведется вяло, подозреваемых или тем более арестов тоже ноль. Это дело рассматривалось строжайше секретно, что, в общем-то, никого не смутило. Богатые же. Их родные могут себе позволить такую роскошь, как конфиденциальность в наше время. Но, как выяснилось вскоре, 4 взрослых детей четы Шерман возмутились этой теорией. Особенно после того, как она была освещена едва ли не во всех крупных СМИ в стране и за ее границами. Их просто преследовали заголовки о том, что их отец умертвил их мать, а потом и себя. Поклонникам конспирологических теорий и желтой прессе пришлась по душе именно эта версия, и они растиражировали ее до чудовищных масштабов. Дети наняли собственных детективов и в последующих интервью, как и другие близкие семьи Шерман, объясняли, почему все это полная чушь. Причина первая. Барри и Ханни давно пережили свои самые трудные времена. Они были сопряжены с проблемами со здоровьем у мужчины. За 10 лет до этих событий его едва ли не одолел рак предстательной железы. Потом рак горла и, наконец, артрит, обострившийся на фоне борьбы с онкологией. Но даже тогда Барри просто излучал любовь и жажду к жизни
не унывал, сносил все тяготы лечения и подбадривал своих родных. То есть даже тогда, в свои 65 лет, мужчина и не думал уходить из жизни. Перед смертью пара решила сменить свой дом на более комфортный для них, а также уже запланировала длительный отпуск на Майами-Бич. Ко всему, это были очень консервативные и прагматичные люди. Они вовсе не скучали. Барри был крайне увлечен своим делом и бизнесом, а Ханни наслаждалась тем, что сейчас, зная печальную судьбу своей семьи, она имеет такую привилегию, как возможность помогать евреям и другим людям, которые остро нуждаются в помощи. Причина вторая. Отрицание очевидных фактов и сокрытие важной информации. Как выяснилось, озвучивая результаты вскрытия, полиция не торопилась говорить о том, что более слабые следы лигатур специалисты нашли и на руках мужа и жены. То есть их, вероятно, связывали, что объясняет и спущенные до локтей куртки. Также умолчали про брошенные в разных точках дома телефоны. Кроме того, все, кто знали пару, утверждали, Барри держался молодцом. Но Ханни была определенно в лучшей физической форме. Он не мог бы одолеть женщину. Женщина в свои 70 больше двигалась, имела меньшую жировую массу и большую мышечную. Да и в целом была гораздо бодрее, активнее и здоровее мужа. Позы супругов. Знаете ли, мне бы не хотелось обсуждать такие детали, но все понимают, как работали виселицы несколько веков назад. Сейчас виселиц нет, но почему-то желающие уйти из жизни по старинке выбирают высокую точку для крепления веревки и табуретку или стул, которую они могут вытолкнуть у себя из-под ног. Почему? Но ведь явно не для драматизации момента. Иначе они просто не смогут этого сделать. Если у самоубийцы будет возможность встать на ноги, зацепиться за что-то руками и приподняться, опереться на что-то и ослабить веревку на шее, он сделает это, как бы его ни тяготила его собственная жизнь. Базовые инстинкты никто не отменял, и, например, с инстинктом самосохранения человек в такой ситуации не смог бы справиться. Перила вокруг бассейна, напомню, не достигали даже 1 метра в высоту. То есть супруги не смогли бы сделать этого ни с собой, ни друг с другом. Если бы даже Барри сотворил такое с женой, применив силу, сам бы он выжил. Причина третья. Чисто логические несостыковки. Ханни никогда не спустилась бы в подвал сама. У нее все же имелась одна проблема со здоровьем. Это больные колени. То есть женщина чувствовала себя прекрасно, но любых лестниц и ступеней избегала. Потому она уже многие годы не плавала в домашнем бассейне. Лифта в конструкции особняка не было, и никакое наслаждение от плавания не компенсировало бы ей урона, полученного ее коленями от спуска и подъема по винтовой лестнице. Разумеется, Барри был не в силах притащить жену в подвал ни живой, ни мертвой. Выбор способа ухода из жизни. Опять же, зачем миллиардерам, которые могут купить для себя любой яд, заниматься столь абсурдными вещами? Существует добровольная эвтаназия, в конце концов. Официально она делается в некоторых государствах смертельно больным людям. Шерманы таких диагнозов в тот момент не имели. Но вы же понимаете, что для людей с таким богатством решить такой вопрос подпольно не проблема. Если бы Барри захотел поквитаться лишь с женой, он бы мог нанять киллера или использовать другие опции. Если предположить, что они захотели уйти вместе, это можно было бы сделать просто, безболезненно и быстро. То есть эти ремни на перилах выглядят настолько же правдоподобно, как попытки самостоятельно утопиться в ложке или в тазике. Причина четвертая. Дети пары не понимали, почему их не подозревают, как бы это странно ни звучало. Сыновья и дочери Шерман поначалу морально готовились к тому, что полиция затаскает их под допросом и превратит ближайшие месяцы их жизни в сущий ад. Причина на поверхности. Барри Шерман в своем завещании указал наследницей жену. Поскольку Ханни тоже не стало и у нее завещания не было,
Их 4 детей после смерти родителей автоматически получали 1/4 их состояния и становились долларовыми миллиардерами. Но их ожидания не оправдались, и это их скорее огорчало, чем радовало. Если полиция не подозревает детей Шерманов как настолько очевидно заинтересованных в этом преступлении, чисто логически и юридически людей, то что она вообще делает? Дети миллиардеров подали в суд на прессу и полицию, в том числе на Торонто Стар, любимую утреннюю газету Барри, потому что теория двойного ухода из жизни просто не имела смысла для большинства людей. С момента смерти четы Шерманов прошло 6 лет. И нет, сколько бы полиция не отрицала, что дело перешло в разряд холодных кейсов, совершенно очевидно, что это если не так, то недалеко от истины. За прошедшие годы не произошло ни одного ареста. Более того, ни одно лицо не получило официального обвинения или даже подозрения. Дети Шерманов и их команда частных сыщиков поначалу подозревали едва ли не всех. Мэри, сестру Ханни. Женщина приехала сразу, как только узнала о родных, и торопилась заявить всем о том, что Шерманы обещали ей $300 миллионов. Порядочностью Мэри, конечно, вряд ли отличается, но она не была заинтересована в смерти Ханни и ее мужа, поскольку собственного достатка не имела и полностью финансово от них зависела. Частные сыщики также подозревали наследников Винтера. Те самые дети дяди Барри, Луиса Винтера, ненавидели Шермана и не скрывали этого. В 1965 году Барри пообещал вдове Луиса, что выкупит компанию и позаботится о ее детях. Наследники почившего должны были получать роялти в течение 15 лет, иметь право на покупку акций и трудоустройство. В 2007 году Барри получил от них иск по этому поводу, и суд длился вплоть до 2017 года, когда мужчина наконец одержал победу. Один из кузенов настолько ненавидел своего двоюродного брата, что откровенно желал ему смерти, причем долгой и мучительной. Почему ему не предъявили обвинения? В 2019 году частное расследование, заказанное наследниками Шерманов, завершилось, а полицейское вследствие общественного резонанса все так же длится. К сожалению, безрезультатно, но последняя версия властей – это все-таки убийство, выполненное профессиональными киллерами. Соседская камера наблюдения зафиксировала, что в предполагаемый момент смерти Шерманов прямо к их дому направлялся мужчина в черной куртке и черных джинсах или штанах. Увы, качество изображения не позволило разглядеть лицо прошедшего мужчины. И тот факт, что его объявили в розыске, едва о записи стало известно, результата не принес. Меня же все-таки не покидает ощущение, что что-то в этой истории не так. Почему положение тел супругов повторяло позы статуй? Что это? Какая-то загадка, о которой обществу не следует знать? Или просто крайне странная шутка киллера? Вы как думаете? Полиция и родные погибших склонны считать, что мотивом преступления стали деньги. Но мне видится во всем этом что-то гораздо более личное. Оставляйте свои мысли в комментариях, мне очень интересно узнать ваше мнение на этот счет. Также поддержите канал лайком и подпиской. Вам не сложно, а мне приятно. Запутанная история получилась, согласитесь, но тем не менее достаточно интересная. До новых встреч! Пока. Пока.